Всем привет, дорогие зрители, с вами Ирина. Сегодня у меня необычное блюдо. Рискнула приготовить хычины с картофелем и сыром. Это национальное блюдо карачаевцев и балкарцев. Я, конечно, не мастер, но долго изучала рецепты этого блюда и поняла, что нет какого-то одного классического универсального рецепта. Поэтому приму только конструктивную критику и советы. Готовила впервые, учусь, как говорится. В конце дам свои выводы. Ингредиенты простые. Для теста всего 4 продукта. 300 мг кефира или айрана комнатной температуры, 400 г муки, ложечка соли, немножко соды, а также сливочное масло для смазывания. Для начинки 500 г отварного картофеля в мундирах, 300 г сыра. Адыгейский или брынза в идеале. Можно соленый жирный творог. У меня адыгейский сыр. Лучше, когда пропорции сыра и картофеля 1 к 1. А еще лучше, чтобы сыра было больше, чем картофеля, но это уже по вашим возможностям. А также зелень. У меня петрушка с укропом. Начинаем готовить тесто. Смешиваем кефир, соль и соду. Кефир должен быть комнатной температуры, чтобы кисломолочные бактерии активизировались лучше. Затем постепенно вводим просеянную муку. Размешиваем сначала ложкой, затем руками. Сначала тесто будет немножко липким. Как только вся норма муки будет добавлена, следует тщательно вымесить тесто руками 5-7 минут. Чем дольше замес, тем эластичнее будет тесто. Можно изредка совсем чуть-чуть добавлять муки, но не переборщите, иначе тесто будет твердым, а лепешки невкусные. После замеса оно должно остаться мягким, не крутым, совсем слегка липнущим к рукам. Отбиваем его об стол, формируем колобок и оставляем на 30 минут, накрыв полотенцем на столе, не в холодильнике. Тем временем сформируем начинку. Отваренные в мундирах клубни картофеля и очищенные от кожуры трем на терке мелкой без звездочки. Можно попробовать толкушкой. Сыр также можно натереть или размять вилкой. Добавляем мелко нарубленную зелень, чтобы начинка получилась ароматнее и вкуснее. Соединяем с картофелем. А еще читала, что можно добавить немного сливочного масла, но я бы не стала, потому что хычины обильно смазываются маслом сверху. Солим по вкусу. Вымешиваем до однородности. В итоге начинки получается по объему столько же, как и тесто. Затем дозревшее тесто вымешиваем еще раз и разделяем на 12 равных кусочков. Я пользовалась весами при этом. Дать им чуть-чуть полежать, а не сразу раскатывать. Начинку также условно делим на 12 равных частей. Разминаем тесто в небольшую лепешку, кладем начинку, защипываем края, приминаем тесто сначала руками, затем раскатываем аккуратно и нежно в тонкую лепешку толщиной 3-4 мм. Если хычины раскатывать быстро, то получаются неаккуратными. Не знаю, может и мои не очень аккуратны, но я очень старалась. Пузырьки воздуха можно проколоть зубочисткой. Тесто не должно порваться ни в коем случае. Жарим на горячей, обязательно сухой сковороде на умеренном огне по 2-3 минуты с каждой стороны до хорошего зарумянивания. Во время выпекания лепешка должна вот так раздуваться, но у меня не все так раздувались. Хотелось бы совета по этому поводу. Горячие хычины промазываем нерастопленным сливочным маслом, любым удобным способом, вилочкой или прямо вот так из пачки. Аромат в этот момент идет просто обалденный. Сверху эту стопку лепешек можно накрыть глубокой миской, чтобы они дольше оставались мягкими, или поместить в кастрюлю, если все сразу не съели. Хычины должны получиться тоненькими и мягкими. Для удобства стопку можно резать крест-накрест. Подавать горячими, но они вкусные и в холодном виде. Обязательно пишите комментарии и советы. От себя скажу, блюдо не очень простое в технологии приготовления, но состав простой и получается очень-очень вкусно. Буду благодарна за ваши лайки и поделиться. Подписывайтесь на канал. С вами была Ирина. Всем пока, до новых встреч!